Для одних деньги означают власть, для других – свободу и независимость, для третьих – удовольствие. Но для всех нас деньги – это прежде всего необходимость. Современный человек без денег ощущает себя беспомощным. Даже забытый дома кошелек многие воспринимают как катастрофу. Почему большинство русских бедны? Что такое психология бедности и какие вредные привычки не дают нам стать богаче? Давайте разберемся. Психологи утверждают, что всему виной неправильное отношение к деньгам, которое, как правило, идет из семьи. К сожалению, нашим родителям не была знакома психология богатства, в связи с чем психология бедности процветает в нашей стране и по сей день. Небрежное отношение к деньгам, презрение к богатству, агрессия в сторону тех, кто богаче – все это и есть часть психологии бедности. Во время советской власти подобное отношение к деньгам специально поддерживалось у населения, чтобы люди привыкли довольствоваться малым. Когда человек, что называется, зациклен на деньгах, полагая, что именно количеством денег измеряется его значимость, когда он неразборчив в тратах и швыряется деньгами направо и налево, либо, напротив, безмерно скуп и экономит на самом необходимом, все это означает, что человек не смог пройти испытание богатства. Плохие привычки. Специалисты полагают, что к бедности приводит целый ряд вредных привычек. Это прежде всего жалость по отношению к себе. Это верный способ заполучить низкооплачиваемую работу и влачить жалкое существование. Привычка жадности. Запрограммированный на богатство человек готов платить за вещи их реальную стоимость. Занятие ненавистной деятельностью. Из-за этого человек изначально готов к неудачам. Неразумные траты. Кредит, взятый на развитие бизнеса, разумен, а на покупку роскошной иномарки, которая в данный момент не по карману, губителен. Желание получить мгновенную выгоду. Человек не видит перспективы. Привычка тратить время впустую. Для успешного человека время – деньги. Сравнение себя с другими. Человек чувствует себя зависимым от успехов других. Неумение говорить «нет». Это умение является обязательным для любого успешного человека. Мифы и реальность. Многие люди, которым так и не удалось привлечь деньги на свою сторону, не готовы признаться в существовании в своей жизни вредных привычек и предпочитают успокаивать себя мифами, которые сами же и придумали, и которые легко опровергаются окружающей действительностью. Например, миф: «Если бы я выбрал другую профессию, был бы богатым». Реальность: миллионеры есть в каждой профессии. Миф: «Если бы я жил в богатой стране, был бы богатым». Реальность: миллионеры есть и в бедных странах. Миф: «Если бы мои родители были богаты, я тоже был бы богат». Реальность: большинство самых богатых людей – выходцы из бедных семей. Миф: «Если бы я хорошо учился, то зарабатывал бы много денег». Реальность: статистика говорит об обратном. Миф: «Если буду тяжело работать, стану богатым». Реальность: практика показывает, что тяжело работают бедные люди. На самом деле, главное, что мешает человеку стать богатым, это его неумение, неготовность и нежелание взять ответственность на себя. Мы привыкли надеяться на кого-то, что кто-то пойдет, пробьет, организует, принесет, но это не соответствует психологии успешного человека. У каждого человека, даже занимающего самую нижнюю ступеньку в служебной иерархии, должна быть активная жизненная позиция. Психологи утверждают, что человек получает ровно столько денег, сколько готов впустить в свою жизнь. Поэтому первое, что нужно сделать, это поверить и осознать, что получать большой доход можно в любой стране и в любой, даже самой сложной ситуации. Считается, что каждый человек может за месяц легко увеличить свой доход минимум на треть. Нужно лишь перестать себя жалеть и взяться за дело. Проблемы – это тоже ступеньки к успеху. Тщательно изучив биографии 300 успешных людей, которые добились величайших успехов в разных сферах, исследователи пришли к выводу, что четверть из них были инвалидами, слепыми, глухими, парализованными. Остальные росли в бедности или, как минимум,
переживали в своей жизни по-настоящему тяжелые времена. Но эти люди отличались от остальных тем, что не использовали свои проблемы в качестве отговорок, а наоборот превращали их в ступени к успеху. По мнению доктора философии психотерапевта Майкла Холла, любая проблема – это вообще повод для радости. Самое худшее, что можно сделать, увидев препятствие, это почувствовать себя плохо. В подтверждение Холл приводит такой пример. Единственное, что мешает орлу лететь быстрее, это сопротивление воздуха. Но если бы воздуха не было, орел вообще не смог бы взлететь. Таким образом, то, что больше всего мешает полету, одновременно является и необходимым условием. Если убрать из жизни проблемы, не будет и достижений, поэтому наличие препятствий – это необходимое условие успеха, убежден Холл. А поскольку проблема – это вещь неизбежная, умение их решать всегда будет востребовано и приведет человека, владеющего таким ценным умением, к успеху. В то же время, вряд ли будет достаточно просто дать себе установку быть успешным и стать им. Во-первых, для того, чтобы изменить свою психологию, нужно время. Во-вторых, все люди разные, и отличаются они друг от друга прежде всего своими стремлениями. Так что теоретически стать успешным и богатым может каждый, а на практике у каждого свой потенциал. Поэтому скорость движения к успеху, как и сам уровень успеха, у каждого будет свой. Но не забывайте, что все только в ваших руках.